Пресс-секретарь боевого крыла Хамас Абу Обейда назвал в числе причин, которые вынудили его группировку напасть на Израиль, покупку израильтянами нескольких рыжих коров США. Звучит это заявление, мягко говоря, странно, но не для сторонников Хамас. Для них рыжая корова – это символ готовящегося уничтожения главных мусульманских святынь Иерусалима. Абу Обейда – официальный представитель главного силового органа Хамас, известного под названием бригады Изз-ад-Дин аль-Кассам. Именно эти бригады стояли за подготовкой теракта 7 октября прошлого года и были главными его исполнителями. Абу Обейда в эфире одного из арабских каналов перечислил причины, вынудившие его организацию развязать настоящую войну против еврейского государства. Среди обычного набора претензий к Израилю, вроде продолжающегося строительства поселений на палестинских территориях и преследований палестинских активистов, оказалась одна довольно оригинальная. Война была развязана в том числе из-за рыжих коров, относительно недавно купленных израильтянами. Это может прозвучать дико, но для Хамас коровы одни из самых страшных врагов. Не все, конечно, а те, которые упомянуты в главных иудейских религиозных книгах Торе и Талмуде. Согласно иудейскому вероучению, девственная рыжая тёлка, не имеющая ни единого пятнышка и не знавшая ярма, это лучшее из всех созданий, которых можно принести в жертву Богу. В книгах подробно описывается внешность тёлки, подходящей для жертвоприношения. Настолько подробно, что поиск подходящего животного становится настоящим испытанием. Согласно Талмуду, за всю историю человечества подходящие жертвы находились всего 9 раз. Следующее, 10-е, жертвоприношение должно стать последним. Когда подходящая тёлка найдется, сам Мессия, Машиах, должен явить себя, заколоть животное, сжечь его, смешать пепел от жертвоприношения с водой и омыть этой водой верующих. После этого омовения они достигнут состояния ритуальной чистоты, необходимого для восстановления Иерусалимского храма. И именно этого боится Хамас. Дело в том, что на месте снесенного еще римлянами храма сейчас расположены исламские святыни, мечеть Аль-Акса и купол скалы, возведенный вокруг камня, с которого, как верят мусульмане, пророк Мухаммед отправился на небеса. Хамас – исламоцентричная организация, религия не просто часть ее идеологии. Полное название группировки – Исламское движение сопротивления, а на ее логотипе изображен упомянутый выше купол скалы. Защита иерусалимских святынь остается одной из декларируемых миссий группировки. Фактически ее легитимность в глазах многих мусульман базируется в том числе на имидже Хамас как организации, удерживающей израильтян от осквернения или даже уничтожения Аль-Аксы и купола скалы. Насколько такой имидж оправдан, вопрос довольно спорный. Однако Хамас делает все, чтобы сохранить его. Даже атаку на Израиль в октябре прошлого года в Хамас назвали операцией «Потоп Аль-Аксы» и заявляли поначалу,
что она стала ответом на некие провокации Израиля на Храмовой горе. У современных палестинцев популярна конспирологическая теория, согласно которой иудейского храма никогда и не было в Иерусалиме, что Аль-Акса стояла там с начала времен. А вся история про иудейскую святыню – фабрикация, якобы не подтверждаемая археологическими раскопками и преследующая своей целью легитимизацию еврейского присутствия в Иерусалиме. То есть вокруг этого места и так ведутся настоящие теологические битвы, а тут еще и коровы. В Израиле действует религиозная организация под названием Институт храма, провозгласившая своей целью восстановление на Храмовой горе главной иудейской святыни. Ее сотрудники заняты в том числе поиском подходящей для жертвоприношения телки. Причем поиски идут активно. Институт храма исследует рыжих коров по всему миру и привозит в Израиль тех, кого считает наиболее подходящими под описание для дополнительного изучения раввинами. Последняя такая закупка состоялась в 2022 году. Тогда сразу 5 телок были куплены в Техасе. Как раз сейчас они должны достигнуть возраста, в котором их можно приносить в жертву. Исследователи уже провели пробные жертвоприношения и не сомневаются, что нужная 10-я корова будет найдена в ближайшее время, даже если для этого придется выращивать ее в пробирке с помощью генной инженерии. Институт храма и стоящие за ним раввины настолько же иудеоцентричны, насколько исламоцентричен Хамас. Они не просто верят в приход Машиаха, а делают все для того, чтобы это произошло как можно скорее. Именно поэтому сотрудники организации настолько увлечены поиском правильных коров. Без рыжей телки Машиах не появится. Институт храма пользуется поддержкой министров и депутатов израильского парламента и даже получает государственное финансирование. То есть правительство Израиля оплачивает работу, финальной целью которой должно стать строительство нового храма, а его невозможно представить без сноса купола скалы и Аль-Аксы. Именно поэтому закупка рыжих коров, так необходимых для возведения храма, и фигурирует в списке причин войны, начатой Хамас против Израиля.